Как мягко отстаивать свои границы на работе и говорить «нет» без чувства вины. Привет! Меня зовут Екатерина, я психолог-мотиватор, и сегодня мы говорим о наших личных границах в офисе. На работе часто возникают ситуации, когда к вам приходят с просьбой помочь, подменить, взять на себя что-то вдобавок. И вроде бы вы сами по уши в задачах, но говорите: «Ой, ну ладно, сделаю». А внутри усталость, раздражение, даже обида. Не потому, что вы не хотите помогать, а потому, что снова нарушили свою границу. Промолчали, не отказали, подстроились. И ведь это происходит не раз в месяц, а просто-таки регулярно. Так почему же так? Да потому, что нас не учили говорить «нет». Нас учили быть вежливыми, помогать, не отказывать, не быть трудным человеком. Но в реальной взрослой жизни умение сказать «нет» – это не грубость. Это признак зрелости. Это то, что помогает не сгорать, не перегорать и не потерять уважение к себе. Каждый раз, когда вы берете на себя чужую работу, не имея на это ресурса, вы берете ее у себя в долг, у своей энергии, у своих дел, у своего времени. И чем чаще это происходит, тем сильнее ощущение, что вами пользуются. Не потому, что люди злые, а потому, что вы не обозначили рамки. Если вы всегда соглашаетесь, это становится нормой. И, к сожалению, не все будут проверять, а не в ущерб ли это вам. Давайте прямо скажем, отказ – это не преступление. Это не конфликт, это форма самоуважения. Можно отказать по-человечески, мягко. Не говорить «нет, отстань», а сказать: «сейчас у меня есть приоритетные задачи, смогу вернуться к этому позже, если будет такая возможность». Эта фраза, она не звучит резко, не разрушает отношения. Она четко обозначает: у вас есть своя загрузка и ответственность. Когда вы начинаете говорить такие вещи, сначала может быть непривычно, даже неловко, особенно если вы привыкли быть удобным человеком. Но правда в том, что границы – это не стена, это фильтр. Они не отталкивают людей, они помогают другим понимать, где можно, а где нельзя. И самое важное, они восстанавливают внутреннюю опору. Многие чувствуют вину, когда отказывают. Это нормально, но только на первом этапе. Но подумайте, сколько раз вы соглашались, а потом чувствовали себя опустошенным. Сколько времени вы теряли, выполняя то, что вообще не входило в вашу зону ответственности. И главное, что происходило с вашим уважением к себе после этих «ну ладно». Вот в чем суть. Вы не обязаны быть спасателем, вы не обязаны подстраиваться под чужие ожидания. Вы не обязаны объяснять, оправдываться и чувствовать вину. Вы имеете право быть занятым, вы имеете право отказать, и вы имеете право быть честным с собой. Возьмите себе эту фразу в практику. У меня приоритетные задачи, если появится возможность, вернусь к этому позже. Произнесите ее вслух несколько раз. Пусть она станет вашей опорой в сложных ситуациях. И вот домашнее задание. При следующей перегрузке не спешите соглашаться автоматически. Возьмите паузу и подумайте: я точно хочу, у меня есть ресурс, это действительно моя задача. И если хотя бы на один из этих вопросов вы ответите «нет», вы вправе отложить, отказаться или предложить какой-то другой вариант. Запомните, говорить «нет» – это не разрушать отношения, это строить отношения с самим собой. А они, запомните, самые важные в вашей жизни. Напишите в комментариях, в каких ситуациях вам труднее всего отстаивать границы на работе, а возможно в семье, в дружбе. Я все читаю и обязательно помогу вам разобраться. А на сегодня у меня все. Всем пока!